Hi everyone, с вами Ева Лорман. И в этом видео я покажу осветление и окрашивание очень длинных волос. Let's go, друзья! Вот моя модель, такая длинноволосая красавица. Волосы действительно очень длинные и достаточно жесткие. Для такого осветления и окрашивания волос даже можно дополнительно надеть одноразовые пеньюары, как клиенту, так и себе. Степ 1. Надо разделить волосы на 6 зон. Специально показываю на схеме разделение волос на эти зоны, потому что на модели из-за большого количества волос было бы непонятно. И я, кстати, не делила на эти зоны сразу все волосы, потому что это очень неудобно. Хочу обратить ваше внимание и на цифры. Это не просто цифры, а последовательность окрашивания в определенных зонах. И еще очень важный момент в таком окрашивании: волосы с макушки, даже чуть ниже, забраны в первую и в четвертую зону. При таком окрашивании это мега важный момент. Степ 2. Отделяю волосы зоны номер 1, которая равна 5-7 сантиметров от центрального пробора. Развела порошок 100 грамм и 200 грамм 9% оксида. И это только на одну правую сторону. И наношу очень обильно, начиная с концов. Обращаю внимание, что волосы я крашу, направляя их вперед, как бы перед клиентом. Не сбоку, а спереди. И продолжаю наносить состав. Не экономлю на составе. Здесь очень важно нанести очень большое количество состава на волосы, чтобы получить максимально чистое осветление. Так как я работаю большими зонами, где много волос, поэтому нужно обязательно наносить состава очень много. После того, как я убедилась, что на концах и на середине пряди состава достаточно много, начинаю делать растяжку. Я делаю плавный переход от сплошного окрашивания к эффекту мелирования. Ну, чтобы сплошное окрашивание резко не закончилось каким-то одним участком. Для этого я заканчиваю сплошное окрашивание полосками, которые тоже имеют свою закономерность. То есть просто так взять и нарисовать эти полоски не совсем правильно. Нужно, чтобы эти полосочки были на одинаковом расстоянии друг от друга, и ширина их была максимально одинаковой. Вот по такой схеме. В первой зоне я делаю сквозное окрашивание. Верхний, средний и нижний слой полностью окрашивается порошком. Во второй зоне окрашиваются только верхний слой, и можно захватить немножко средний. А в третьей зоне окрашиваем только верхний слой полосками. У лица прядь должна быть не менее 1,5 сантиметров шириной, окрашена порошком. А затем идут пряди гораздо тоньше, примерно по 0,5 сантиметра, и с таким интервалом, который я показала вам на схеме. Далее надо эту прядь поместить в фольгу. Для такого окрашивания профессиональная фольга не очень удобна, потому что она узкая. Можно даже воспользоваться фольгой для кулинарии. Тогда вся прядь волос поместится замечательно в эту фольгу. Степ 3.
Вторая зона. Точно такие же действия. Начинаю работать с концов. Наношу очень обильно состав на первую часть этой пряди, то есть на концы. И обязательно делаю сквозное окрашивание. Крашу верхние, средние и нижние слои волос. Затем во второй части прокрашиваю только верхний и можно взять немножко средний слой волос. В третьей части делаем полоски по верхнему слою. Я надеюсь, уже более или менее понятно. Поэтому я объясню, почему я работаю такими большими широкими участками волос. Потому что я должна сразу видеть рисунок в этой зоне, который должен быть таким. От лица идут белые пряди, которые уходят на уменьшение массы белых прядей на затылке. И чтобы увидеть хорошо этот рисунок, нужны широченные вот такие пряди. Хочется еще заметить, что эти параметры, которые я указываю в схемах, в сантиметрах, они, конечно, актуальны для очень длинных волос. На средние или короче средних, я думаю, что эти параметры должны быть просто меньше. Забегая вперед, скажу, что по такой схеме окрашивания можно красить в любой цвет. Не только в тот, который я буду красить, а в любой цвет. Первый этап будет осветление волос, а второй – нанесение краски того цвета, который вы хотите. Но мой клиент боялся стать блондинкой. И ни в коем случае не хотела слишком светлые пряди. Поэтому мы выбрали золотую середину. Это окрашивание называется в персиковых тонах. Но вы в конце увидите, какой результат мы получили. Но при желании иметь блонд, при желании иметь пепел, можно все это то же самое делать, используя эту схему окрашивания, и будет просто великолепнейший, шикарный результат. Но должна сказать, что и по цветотипу моему клиенту не будет идти блонд. О цветотипах и как правильно подобрать цвет волос к цвету лица я скоро выпущу огромный ролик. Степ 4. Третья зона, последняя на правой стороне. И волосы этой зоны я направляю на боковую сторону. И крашу точно таким же образом. Наношу обильно состав на концы. Прокрашиваю верхний, средний и нижний слои волос. И понимаю, что светлые пряди на затылочной зоне должны заканчиваться ниже, чем спереди или сбоку. То есть в голове у меня однозначно есть этот рисунок, к которому я и стремлюсь. И вот он, этот рисунок. Давайте его разберем. Я условно разделила зону осветления на А и Б. Б – это сплошное осветление, где осветление идет всех слоев первого, верхнего, среднего и нижнего слоя, то есть сквозное осветление. И зона А – это не сплошное осветление, то есть во второй зоне я осветляю только верхний и могу взять чуть-чуть среднего слоя, а в третьей зоне я осветляю только верхний слой. Так вот, все очень просто. Ну, в теории, по крайней мере. Зона А и зона Б должны быть примерно одинакового размера. Тогда такое окрашивание будет смотреться гармонично. И этой схемой я пользуюсь всегда при таком окрашивании волос. И неважно, какая длина волос. Главное соблюдать эту закономерность. И чем короче волосы, тем короче эти зоны. А вот схематично осветление в затылочной зоне.
На схеме, по-моему, даже лучше понятно, чем на волосах, потому что на волосах ты этой закономерности не видишь. А вот на схеме четко уже понятно, где заканчивается каждая зона. Даже в окрашивании вы видите, что присутствует какая-то логика, математический расчет. То есть парикмахерское дело – это далеко не искусство в прямом понимании этого слова. Что вижу, то и пою. Нет, любое искусство базируется на четких правилах, основах, на какой-то базе. И только после освоения этих правил можно внедрять какую-то свою фантазию. И это уже будет гармонично. Степ 5. То же самое делаем на левой стороне. Разводим заново состав. Такие же пропорции, как и для правой стороны. Потому что если состав развести сразу, его время действия начнется с того момента, когда мы его разведем. И активные фазы, естественно, будут работать и не будут ждать нас, пока мы там чего-то где-то доделаем. Степ 6. Правая сторона уже осветлилась до нужного фона осветления. Левая сторона еще продолжает осветляться. Время выдержки зависит от состояния волос, от окрашивания, от косметической базы, на которую наносится состав. В нашем случае было 45 минут. Степ 7. Дождались осветления с левой стороны и помыли полностью все волосы, нанесли кондиционер и высушили. Для того, чтобы дальше продолжать окрашивание, которое будет идти по следующей схеме. Первая зона, вторая, третья и четвертая зона. Далее я смешиваю 3 краски в этих пропорциях и 3% оксид. Количество краски однозначно у всех разное, в зависимости от количества волос. И начинаю окрашивать с затылочной зоны. То есть теперь я работаю сзади. Если осветляла я спереди назад, то окрашивание я делаю наоборот. Наношу очень обильно краску сначала на всю темную часть волос. Очень-очень обильно. А затем растягиваю постепенно на осветленные части. Это называется балаяж на длинные волосы. Краску здесь экономить нельзя. Должно быть очень много краски. У меня на это окрашивание ушло 240 грамм краски. После осветления волос становится пористым, поэтому краска будет постоянно куда-то исчезать. То есть только вы ее нанесли на волосы, вроде бы много, и успокоились, а на самом деле она быстро впитывается в волосы, и на поверхности ее остается намного меньше. И обязательно при растяжке надо смотреть на симметрию. Правая и левая сторона должны быть обязательно окрашены на одном и том же уровне. Это непростой момент, и за ним нужно следить постоянно. Видите, как много я подмазываю краски. И этим я буду заниматься на протяжении всего окрашивания. Наношу новую порцию краски и растягиваю руками ее по волосам. Слежу за симметрией. Чем тщательнее будет делаться эта процедура, тем красивее и плавнее будет переход от темных волос к светлым волосам.
На этом моменте нельзя экономить время. И контроль. Степ 8. Следующая зона. Отделяю вертикально, даже пальцем, зону номер 2. И работаю с этой зоной в зеркальном отражении с правой и с левой стороны. Точно так же наношу обильно краску на темную часть волос. Не стесняюсь. Чем больше краски, тем лучше. И по мере заполнения начинаю ее растягивать на осветленную часть. Причем эту зону я растягиваю только до границы с осветленной частью, потому что верхние волосы нам нужны более светлее, чем нижние в первой зоне. Поэтому первую зону я растянула дальше, практически почти на всю осветленную часть. А эту зону только на границу с осветленной частью. Точно так же поступаем и с левой стороны. Наполняем темную часть волос краской, растягиваем до границы с осветленной частью и контроль. Степ 9. Работаю с третьей зоной. Окрашиваем всю краевую линию роста волос. Отделяю третью зону. И точно так же обильно наношу краску на темную часть волос в третьей зоне. Наверняка у многих между делом так возникнет вопрос, сколько же будет стоить такое окрашивание. Как видите, это непростое окрашивание, непростое мелирование, и сама процедура очень долгая, трудозатраты высокие, материала уходит очень много. То есть такое окрашивание априори просто не может стоить дешево. Но если хочется поэкспериментировать, то, конечно же, лучше это делать на своих людях, с которых можно особо денег не брать, а в качестве опыта, то, конечно же, можно скинуть какую-то часть затрат и взять с клиента, например, только за материалы. Для людей, которые никогда такое окрашивание не делали, это самый лучший вариант. Просто у меня многие спрашивают именно эти вопросы. Как же быть, если я никогда эту процедуру не делала, и сколько денег за нее брать, я даже не знаю, какой результат получится и так далее. Конечно же, если вы это делаете первый раз, то желательно это делать точно не за деньги, а ради опыта. Ну, лично я всегда так и делала. Если я не умею что-то делать, отработаю до автоматизма на своих людях, а потом уже считаю, сколько же я могу за это взять денег. Степ 10. Окрашиваю последнюю четвертую зону. И работаю точно так же. Наношу краску обильно, прокрашиваю краевую линию роста волос и растягиваю краску на границу с осветленной зоной. Конечно, в процессе такого долгого окрашивания желательно спрашивать клиента, как он себя чувствует, потому как вот даже на моей модели аж 3 пеньюара, чтобы не
выпачкать ее одежду и так далее. Очень часто бывают такие случаи, когда клиенту становится нехорошо под пеньюарами, так как они воздухонепроницаемые. Поэтому справляйтесь о состоянии здоровья вашего клиента чуть ли не каждые полчаса. Степ 11. И начинается самое интересное в этом окрашивании. Растяжка по воде. Работаю с первой зоны. Увлажняю волосы водой и растягиваю краску уже на влажные волосы. Применяю при этом расческу с редкими зубьями. С частыми зубьями расческа будет доставлять неудобства клиенту. Сначала надо расчесать расческой с редкими зубьями, а затем можно расчесать с частыми зубьями. Растягиваем краску максимально долго, чтобы краска равномерно, красиво создала нам градиент, плавный переход от темных волос к светлым волосам. Этот процесс тоже очень важный. И экономить время на этом процессе ни в коем случае нельзя. Чем более тщательно будет проработан этот процесс, растяжка, тем красивее будет переход. В первой зоне я краску растянула полностью по всей длине волос. Вторая зона. Также увлажняю волосы и растягиваю краску по влажным волосам, но не до самого конца. То есть таким образом я сейчас добиваюсь эффекта. Нижние волосы будут более темные, а верхние волосы будут более светлые. Таким образом заиграет цвет на фоне нижних темных волос, верхние будут казаться светлее, и в итоге мы получим просто перелив цветов на этих волосах. Вообще, когда окрашиваешь такими техниками, наносишь одну и ту же краску, но только растягиваешь ее, например, на разные длины, с разным временным интервалом, можно добиться разных оттенков, работая всего лишь одним цветом. Я очень люблю такие техники окрашивания и считаю их самыми правильными. Возвращаемся к первой зоне. Перед тем, как перейти к третьей зоне, мы должны опять нанести краску на первую зону, потому что она опять впиталась и немного подсохла. Нам надо еще нанести краску на эту зону, чтобы процесс окрашивания не останавливался. Видите, что вторую зону я прокрасила не полностью, оставила концы не окрашенными. Это как раз опять же мои игрушки с растяжкой и с временными интервалами. И опять продолжаю работать со второй зоной. Растягиваю, растягиваю и растягиваю уже до конца. Прокрашиваю и концы волос. Конечно же, съемка ускоренная, и на самом деле я не так истязала клиента, как это видно на ускоренной съемке. Весь процесс происходил гораздо ласковее. Вот так это выглядит на самом деле. Более медленные и плавные движения, но в целях экономии вашего же времени я опять перейду сейчас в скоростной режим.
Далее работаю в третьей и в четвертой зоне. Объединяю волосы этих зон в одну и работаю как с одной зоной. Наношу воду на эти волосы. Также добавляю еще порцию краски и растягиваю уже всю краску по длине волос. Здесь я уже стараюсь растянуть краску по всей длине, потому что это завершающий этап, и нам нужно уже до конца же все-таки окрасить эти волосы. Прорабатываю каждый волосок, чтобы, не дай бог, не было волос, не окрашенных краской. Если по окончании краска осталась, не вздумайте ее выбрасывать раньше времени, потому что у парикмахеров работает закон подлости. Если окрасили волосы и сразу же выбросили остатки краски, обязательно после сушки нарисуется какой-нибудь небольшой участок неокрашенных волос. И если вы не выбросите краску раньше времени, то зон таких не будет. Но вообще на самом деле так и есть. Лучше перестраховаться и не выбрасывать краску до тех пор, пока уже не убедитесь в том, что окрашивание прошло великолепно. Я уже работаю в последней зоне с левой стороны, и эти мучения для всех практически подошли к концу. Теперь нас ждет готовый результат. Вот что получилось у нас без укладки. То есть это просто сушка волос. И очень важно увидеть этот градиент без укладки, чтобы градиент был мягкий, с плавным переходом. И оп, наш клиент без укладки. Вот какой цвет волос мы получили. Легкий переход, без каких-то пятен, без каких-то явных полосок. Вообще, мое твердое убеждение, что после стрижек и окрашиваний буквально дело чести мастера посмотреть на результат без укладок. Вот что мы получили, то, что было, и то, что стало. А вот теперь наша королева, или принцесса, наверное, больше, с укладкой. Красавица наша, восточная красавица. Еще бы ей наряд восточной красавицы, и все сошлось. Да, это не простая была работа, но только лишь потому, что было очень много волос. Чему я несказанно рада, потому что такая красота, конечно, не у каждого есть, и такой красоте нужно радоваться. А вот мы собрали волосы в хвост, и что мне нравится при таком окрашивании? На голове нет полосок, знаете, как у арбуза. В общем, у такого окрашивания сплошные плюсы, которыми я с вами с огромным удовольствием поделилась. Окрашивание, конечно, из ряда сложных, трудоемких, но имея под рукой этот решебник, сделав его пару раз, вы поймете главный принцип такого окрашивания, и я думаю, что в дальнейшем у вас оно не будет вызывать особых затруднений. Я надеюсь, ролик был для вас полезный. Благодарю вас всех, мои дорогие, за великолепнейшие комментарии. Я также вам всем желаю успехов, удачи, каждому из вас вашего личного счастья. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут
лучше жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.